Месяц назад ты провел первый бой в UFC. Расскажи, как изменилась твоя жизнь после этого? Честно говоря, люди начали узнавать побольше, начали уже верить, поддерживать меня уже серьезно. Раньше это было так, кто верил, кто не верил, а сейчас уже 100%, да. Приглашают на семинары, приглашают на всякие мероприятия. Это и за рубежом, и в Дагестане? И в Дагестане, и за рубежом, конечно. И для меня это такой большой плюс, что я могу детям рассказать, что если идти к своей цели, все получится. Из нищеты в UFC один из заголовков с твоим участием в интервью был именно таким. Расскажи, что стоит за твоими победами, за нынешней, за последней победой в UFC? Кем приходилось работать, как твоя жизнь складывалась все это время? Раздавал рекламы, это как заголовок, чуть добавили, конечно, конечно. Громкий был заголовок? Да, чуть громкий, я раздавал рекламу, потом ездил на соревнования, но я знал, что когда я выиграю чемпионат мира, уже меня заметят серьезные компании, которые будут меня поддерживать, и это так и получилось. А как тебя заметили? Вот этот случай можешь рассказать? На чемпионате мира в 2018 году в Бахрейне, когда я выиграл, я и так без поражений шел, и еще когда мир, это уже как бы она ставит уже точку в любительской карьере. Меня заметили там принц Бахрейна, там компания Twins, они меня спонсируют, помогают сейчас. Потом уже в 2019 году мне легче подготовка давалась, мне не нужно было работать, чтобы давать деньги за участие в турнирах. Но в Англии, как за участие, ты сам должен был платить. С 12 лет тебя не было в Дагестане. Расскажи, насколько большим было желание приехать на родину, здесь много твоих родственников, друзей? Я ждал, получается, гражданство Великобритании. После того, как я получил, уже смог приехать сюда, увидеть своих родственников, друзей. Насколько сильно Дагестан изменился? Много чего изменилось, а много чего осталось так же, как кого-то бы я не уезжал. Люди изменились, я бы сказал. Мне больше нравился в старые времена, когда я отсюда уезжал. Люди были чуть проще были люди. Люди работали, дом, соседи были, ты общался с соседями. Сейчас все в социальных сетях. Если в социальных сетях особо тебя не знают, они тебя даже не помнят. То есть твое детство было во дворе, на улице, например, детей, да. Можно сказать? Да, сейчас раньше на велосипедах, там в парк Дружбы была наша мечта попасть. А у детей сейчас, например, там iPhone себе взять, там парк Дружбы меня отвозил брат, как раз здесь рядом. Двоюродный. Ты же из Буйнакска, сюда приезжали тоже как на каникулы, да, в Махачкалу? Да, это как за границей для меня было раньше. И я вот так приезжал, для меня это мечта была. Сейчас, видишь, у молодого поколения чуть другие взгляды. Правда ли то, что ты ждал приезда в Дагестан больше, чем дебюта в UFC даже? Да, правда. Я как скучал по нашему народу, по нашей еде. 10 лет здесь не был. И после дебюта сразу сюда приехал. Посмотреть, как живут люди, вернуться в эту голодную жизнь опять. Уже третью неделю ты тренируешься в зале борьбы «Динамо». Расскажи, почему ты именно здесь? Меня привел сюда брат мой. Здесь тренера Захангиревич, мой родственник, Камал тренирует. Хорошая атмосфера, хорошие ребята, все тепло меня приняли. Мне приятно здесь тренироваться. Ты чувствуешь конкуренцию на ковре, вот это давление там? Может, ребята видят тебя впервые в зале и хотят там проверить на тебе свои силы, нападают, может быть, как у нас принято говорить? Здесь такая атмосфера, такая, можно сказать, братская, знаешь, все на одной волне, короче. Нету такого, чтобы нападали. Меня баллы берут, я беру. Это же тренировка, ничего такого нету, чтобы меня кто-то унести хочет. Тренера хорошие, спарринг-партнеры, тепло в зале, и у них что-то там, техника какая-то, которую я, может, не видел. Они мне показывают, объясняют, даже молодые ребята, у меня нету там, эго, как бы гордости спросить у младшего меня кого-то, покажите, как это. Все открыты для тебя, все помогают. Конечно, это. И в этом зале, наверное, очень много талантливых ребят, о которых не знает весь мир. Конечно, здесь очень много ребят, которые спокойно могут, если, за другую страну, если выступали бы, потому что в России очень много конкуренции, им тяжело пробиться, травмы бывают. Пока ты отберешься на чемпионат мира, они уже после чемпионата России уже с травмами ходят, уже на мир даже у них сил не бывает.
А так здесь, уверен, здесь 5-6 ребят, которые могут спокойно стать чемпионами мира. Ты уже, можно сказать, что сделал выбор в пользу ММА. Я знаю, у тебя была олимпийская мечта, и затем ты уже хотел, да, как-то выступать в ММА. Но на сегодня уже ты в UFC, и что с олимпийской мечтой дальше? Я вернусь туда после своей карьеры. Сейчас я сфокусирован на поясе. Буду идти, расти, выбирать рейтинговые бои. И уже после карьеры уже можно. Ну, моя цель стать самым молодым чемпионом в UFC, потом уже вернусь. А сколько времени у тебя, чтобы осуществить эту цель? Тебе сейчас 21? Да. Еще 2,5 года у меня есть. А ты как думаешь, что тебе надо проводить, получается, там по 2-3 боя? Ну вот у меня сейчас второй бой будет в июле, в конце июля. Потом я планирую провести, если травм ничего не будет, все хорошо, провести в Абу-Даби в октябре. В этом году уже 3 боя. И это дивизион очень маленький, я верю, что я ворвусь. Говоря об этом дивизионе, ты уже не раз называл этот дивизион скучным, неинтересным. Расскажи, почему ты так говорил? Там есть, наверное, крепкие соперники все-таки? Конечно, есть. В каждом дивизионе есть конкурентные соперники. На то они соперники, что мы назовем их конкурентами, как бы, да. Конечно, есть просто... Я знаю, что я могу их всех выиграть. Мне просто главное хорошая подготовка. Психологически я лучше... Я голоднее этих ребят. Потому что там ребята по 30-33 года. Я молодой и голодный, опасный. А правда, что с тобой сейчас никто не хочет драться? Если я не ошибаюсь, 3 бойца отказались с тобой выходить, и только на днях тебе объявили дату боя. Да, даже 4 бойца у меня отменили, отказались драться со мной. Сейчас принял дебютант, я, кстати, с ним тренировался в Таиланде. Да? Да. Ну, тоже возрастной боец, 31 год. Хороший соперник. Чарльз Джонсон. Да. Ну, я смотрел его бои, довольно такой жесткий соперник и опасный, можно сказать. В Таиланде что у вас было? Вы тренировались, спарринговались вместе или? Спарринговались, я бы не сказал, мы боролись. Я видел, у него бокс хороший, мы по борьбе, конечно, по борьбе, где дагестанская школа, где американская школа, это разный уровень. Хороший ударник, 9 досрочных побед из 13 профессиональных боев. Посмотрим, бой покажет. Еще по бегу, по-моему, он чемпион, да? Он в сборной Олимпиады в Америке по 100 метров спринт по рывкам, да? Да. Рывкам, да. Тебе 21 год, но ты отличаешься своей рассудительностью, много высказываешься и в соцсетях, и в интервью о положении дела, о политике. Ты приехал в Дагестан. Как изменился Дагестан за все это время? Или по соцсетям, может быть, этот Дагестан был другим? И что ты сейчас увидел по приезде? По соцсетям хуже выглядит, чем это на самом деле. Даже так? Даже так. Это так же, как Англия в глазах России не так выглядит, как на самом деле в Англии. Поэтому я живу там, могу говорить за Англию. А 10 лет меня здесь не было, никогда не мог говорить. Нет, это не так. Потому что я видел по соцсетям чуть плохо, да. А сейчас я могу уже уверенно говорить, что это не так, да. Ну, как факты уже самого. Ну, например, ты высказывался про финансовое положение людей, про работу, там, безработицу. Вот эти моменты, вот ты увидел, приехал, твои знакомые непосредственно, кто с кем-то общаешься, как они живут, как рассуждают, как вообще проходят здесь ваши беседы? Финансово здесь всегда были проблемы. Здесь зарплаты очень маленькие у людей, да. Не знаю, как они здесь живут, знаешь, работа, по идее, в загранице такая же, но зарабатывают мало. Работы то, что нет, я бы не сказал. Здесь работа есть, просто много молодежи не хотят работать. Привыкли там, не знаю, у родителей на шее сидеть, или там связи, там деньги у кого-то в долг взять. Потом сейчас мода пошла, эти кроссовки какие-то, легкие деньги ищут. Все думают, что они сразу директорами станут, все думают, сразу будут там бизнес иметь. Надо же с чего-то начинать. Ну, считаешь зазорным там работать где-то охранником или таксистом, например. Твоя позиция по многим вопросам, в общем, бывает спорная. Не все, да, получается, согласны бывают с тобой. Где-то, может быть, в комментариях это могут высказать. Ты как на это реагируешь? Как ты вообще общаешься с подписчиками? Бывает, если кто-то такой не по фактам что-то говорит, я критику принимаю. Но если кто-то не по фактам говорит, я могу с ним зацепиться. Но это было пару лет назад. Сейчас тоже могу, но я потом думаю, зачем мне это газовать в комментариях там. Боже, я еще горячая кровь, молодой, я иногда жалею в своем моменте то, что я делаю. Но когда косяки бывают, ты на этом растешь и становишься тем, кто ты есть. Поэтому
как сказать, главное понимать, что это неправильно, поэтому... Ну, то есть ты вырос, получается, от этого, чтобы отвечать в комментариях, чтобы с кем-то там доказывать свою точку зрения. Высказал, выставил пост, высказал, а там внизу могут, кто-то не верит в тебя, что ты выиграешь, кто-то может еще что-то. Вот когда кто-то не верит и еще кто-то не по факту говорит, тогда меня они злят, короче. Не злят, а которые меня, которые говорят, например, которые я знаю, что они мне верят, ну, и критику говорят с правильной стороны. Может, где-то я что-то лишнее сказал. Я даже могу сказать, кто-то мне в личку напишет, скажет, брат, ты там, например, ты там некрасиво что-то сказал, не в комментариях. Я ему отвечу. Многие знают, что я вот так отвечаю в директе, я смотрю запросы. Ты даже можешь написать кому-то первым, да? Я могу ему сказать, брат, от души тебе, что ты вот так не на публику это не сказал, что ты мне сказал. Бывало такие посты, которые я писал, мне кто-то написал там из взрослых, да, что там некрасиво. Я удалил, может, где-то на горячую голову могу написать. Ну, я на этом расту. У меня нету человека так рядом, например, там, не знаю, там, брата, там, например, там, который мне может сказать, эй, молодой, там, не борщи, такие вещи не пиши. Цензуры нет такой рядом, который именно проверяет все, каждый. Такого нету. Поэтому я чуть на своих косяках учусь, расту, да. Ты попал в Дагестан на отдых или ты приехал именно тренироваться? С какой целью вообще ты в Дагестане? И расскажи о своем режиме именно в Рамадан. Я знаю, ты говорил, что дагестанцы перепахивают на тренировках, но сейчас можно ли сказать, что ты сам под эту пахоту попал? Я попал под эту пахоту, но когда я чувствую, что я чуть устаю. Да, устаю, перед тренировкой идет уже, я останавливаюсь, у меня нету этого эго, там, доказать кому-то, что я здесь могу здесь всю ночь бороться. Я в клетке буду доказывать, а так у меня вот до ифтара я тренируюсь, потом после ифтара я иду в мечеть, потом иду опять в зал с 10 до 12, или качка, или ММА. Вот так у меня расписание. Я занятый, короче. К зубному хожу, обедом, зубы лечу. В Англии дорого, поэтому... Здесь скидки, наверное, делают. Да, здесь нормально делают. Хожу, лечу, пока есть шанс. И, ну, ты уже сам сказал вот про свой режим. И твой режим, наверное, еще напрямую связан с ифтаром. Я знаю, тебя много приглашают в гости. Как приходится вот это все регулировать? Да, я как это, местный авторитет, короче. Гости надо взрослых обойти сначала, потом уже молодым даже я не успевал ходить, потому что столько взрослых. Хоть не хочу взрослых обижать. Расскажи о своей переписке с Даной Уайтом. Ты в 2018 году писал ему, что ты будешь бойцом UFC. Сейчас ты общаешься с ним? Или, может, ты сейчас можешь ему там написать, например, что ты будешь чемпионом, там какую-то дату поставить? Нет такого? Да. Я вот на взвешивании мы с ним встретились, я ему говорю, Дана, я тебе говорил, как раз на взвешивании я ему руку дал, я говорю, я же тебе говорю, он говорит, рад за твою историю. Я впечатлен, как, на английском я не могу, на русский. Как это так он сказал? Восхищен, возможно? Восхищен, да. А потом, после боя я к нему подошел, как раз дрался, уже это 7-й бой, кажется, шел. Я говорю, кто бонус забирает? Он говорит, даже не задавай этот вопрос. Он намек дал, что я бонус тоже беру, и он говорит, мне нравится твоя история. А если да, не нравится твоя история, он будет дороги делать к поясу. Про дебют я хотел бы спросить. Вот, никто с тобой, по-моему, после дебюта не общался из русскоязычных журналистов. Расскажи вообще вот эту атмосферу, какая она была в зале, как тебя Англия поддерживала, получается, поединок проходил именно там. Насколько сильно ты ощущал эту поддержку? Честно говоря, я не ожидал такую поддержку. Я примерно предполагал, я всегда, когда дрался в Англии на любительских турнирах, всегда меня приходили поддерживать местные там ребята, всегда. А вот на арене в 5:30, получается 5:30 это уже суета, все с работы возвращаются, метро полное, это Лондон еще. И я думал, люди не успеют на у тебя был ранний бой? Да, у меня в 5:30 был, получается. И... Обидно не было? Нет, они как сказали, я вообще должен был 4-й драться, потом увидели столько суеты вокруг меня, они меня первого поставили, чтобы люди собрались, как мне так объяснили. Не знаю, насколько это правда, но мне какая разница. Я в 5:30 дерусь, я знаю время зато. Приезжаю на арену, сразу дерусь, потом дальше смотрю бои. Там нету этого.
пришел, смотрю, арена, честно говоря, 70% забито было. После победы, кто тебя поздравлял, как приняли тебя после победы, и публика, и вообще в стране? Ну, хорошие имена там были, которые меня поздравили. Там был Антони Джошуа, Уэйн Руни был, меня поздравил. Джошуа тоже хорошего интервью за меня сказал, Антонио. Ант Миддлтон, главный спецназовец Англии, приехал туда специально на бой. Так меня поддержали. Поговорим о деньгах, Мухаммад. Перед дебютом ты говорил, что UFC обязаны дать тебе там красную дорожку, чтобы ты попал туда по улучшенным условиям, не как обычные дебютанты. Но когда опубликовали данные, там было, по-моему, $78 тысяч. Но это официальные данные. Они бывают занижены или как все было, если не секрет? Так-то не секрет. Ну, $78 тысяч это нормальная сумма. Я такие деньги, например, я мог бы, например, с турниров там собирать, накопить такую сумму, потом там когда я женился, туда-сюда, знаешь, траты, расходы, но это как разом приходит, для меня было такого. Ну, то есть это первый большой такой гонорар? Да, такой большой. Я уже жизнь повидал, можно сказать, повидал, я знаю, как деньги зарабатывать, сам зарабатывал и знаю цену деньгам. Я сохранил их, хочу еще один бонус урвать 23 июля и купить себе квартиру или дом. Там, в Манчестере? Да. Продолжая тему денег, Мухаммад, расскажи, как там в Англии, какой уровень жизни сейчас, с учетом последних событий, что-то поменялось? Честно говоря, бензин подорожал, там газ подорожал чуть-чуть, зарплаты тоже поднимаются, так что какой-то период всегда что-то поднимается, спускается, это же жизнь, мы как-то должны адаптироваться к этому, да, к этим условиям. Ковид был в прошлом году, сейчас такой, мы же люди, поэтому меня это никак не коснулось. Я также прилетел, гражданин Британии прилетел в Россию, также улечу, проблем нет в этом. То есть в отношении к тебе отношение поменялось у людей, у кого-то там? Не поменялось. Люди уже стали чуть умные, уже знают, что когда там идет там спецоперация где-то или что-то, это не касается там спортсменов или вообще в общем людей, да, это касается политики, то, что мы даже не понимаем, какой у них там план, чего они делают. Мы же не учимся в этой сфере, чтобы их понимать. Поэтому они занимаются своим делом, мы занимаемся своим. Мухаммад, ты вырос в Англии, но хотел бы, чтобы твои дети выросли в Дагестане. Почему? Хотел бы, чтобы они наши адаты, наши традиции знали, чтобы они выросли с бабушкой, дедушкой здесь, в Дагестане. Понимали, что здесь небогатая жизнь, даже когда они будут за границей, чтобы они чувствовали деньги, чтобы они понимали, что это здесь, там люди вот так живут, чтобы они ценили все. Потому что детям, если они не поймут, что не будут знать цену деньгам, они будут заниматься другими вещами, куда не нужно тратить. Вот ты ощущаешь разницу в менталитете между дагестанцами и англичанами? Или между россиянами и англичанами? Насчет россиян не знаю особо, я в Россию так не ездил, в Дагестане. В Дагестане есть, конечно, есть улыбаются, есть не улыбаются, там тоже в Англии есть улыбаются, не улыбаются, поэтому смотря знают, если узнают, то будут улыбаться, а если не узнают, то здесь в Дагестане чуть странно так улыбаться того, кого ты не знаешь, а в Англии это нормально. То есть таким серьезным взглядом все проходят, смотрят. Ну да, там ты не знаешь, или он докопаться хочет, или он просто ему не по кайфу с тобой поздороваться, ты не поймешь, что он хочет вообще. Загадочные дагестанцы. Загадочные люди, поэтому так, да, с позитивом надо ко всему. С кем ты из бойцов тренируешься в Дагестане? Возможно, кого-то из них ты не знал, не был знаком, возможно, за кого-то ты болел вообще и так попал вживую, тренируешься с ними. Есть такое, я вот с детства смотрел Рустама Хабилова бои. Я не ожидал, что когда-то с ним вот так буду в зале тренироваться. Я всегда смотрел, у них ролики были, Адлан Амагов, там, Рустам Хабилов в Америке, там. Я смотрел, там, эти, у них как влог есть, в детстве смотрел. Думал, я когда буду взрослый, тоже хочу вот так с командой двигаться, да. Он должен был прилететь на мой бой, Рустам. Это первый раз, когда смотрел UFC вживую, это был Рустам Хабилов, когда он дрался в Лондоне, на этом же карде.
Он в этом же отеле оставался, я пришел его увидеть после Там вы боев. познакомились. Да, там же в Лондоне. Я ему сказал, я скоро буду в UFC. Получается, через 6 лет я на этом же карде дрался. Сейчас мы в Дагестане вместе тренируемся в этом зале. А вы сами успевали? Я понимаю, что у вас разница в весе достаточно большая. Вы успевали сами повозиться, там, я не знаю, прочувствовать его? Успел ты? Ну, мы в Таиланде тоже виделись. В Таиланде я так почувствовал дур такой. Я думал, Суфлекс-машина? да, я лучше думал, туда лучше не лезть, короче. И все вот так. А он поздравлял тебя с дебютом, я знаю, и в тексте были теплые слова пожелания. Там были теплые слова и пожелания, и он сказал, пусть эта популярность не расслабляет тебя. Как ты думаешь, почему он так? Рустам, ну, многие, наверное, понимают, видят, что у тебя популярность, и ты сам, наверное, понимаешь, что высокая популярность, ее, наверное, надо оправдывать, да? Как Да. ты относишься к этому? Я думаю, он очень прав в этих словах. Он один из примеров, он один из первых бойцов, который был в UFC из Дагестана. Он уже там дрался, ну, уже с Хендерсона, когда дрался, он уже мог бы потом за пояс драться. уже Да, почти. уже в топах был. Он большой пример. Он уже видел это все. Он мне сказал такой совет, что это может тебя Сбить с пути? Сбить с путей. Надо сконцентрироваться на своей цели, а потом уже ходить, там уже расслабляться, знаешь, я имею в виду там и кушать, и родственников видеть, и все, у меня такое расслабление. И вот так он сказал, я думаю, это очень хороший совет. Мы привыкли к твоим победам, что у тебя 30-0 сейчас в ММА получается, да, с учетом любителей, много побед достаточно в разных видах спорта, титулы, звания, регалии. А были какие-то переломные моменты в карьере? Или когда ты понимал, что, возможно, там не станешь бойцом? Было такое? Было, конечно, было, когда я знал, что мне надо семью кормить, я не зарабатываю, я только трачусь на себя. Я знал, мой отец уже взрослый человек, ему 67 лет, ну сейчас, да, так. Я знал, что скоро мне надо уже деньги домой приносить. Не только вот сам пошел, сам себе кушать нашел и живи, да. Есть люди еще, которым надо помогать в Дагестане, там, ну, кто-то нуждается. Поэтому я хотел что-то такое сделать, чтобы я мог и себя обеспечить, и свою семью. Я знал, я жениться хочу рано, и свою семью, и себе на дом собрать. Вот так. Мотивация была? Да, мотивация была. Я думал, я же в спорте, постоянно в спорте, где деньги, только трачусь. И вот как ты сказал, до этого большой гонорар пришел, это вот так и бывает. Ты вкладываешь сам в себя, сам вот где я мог себе машину купить дорогую, я вкладывал сборы, ездил там подешевле, отели снимал подешевле, там какие-то пути в Таиланд, там, ну, чем больше этих пересадок, тем дешевле для меня было. Я вот так искал, чтобы где-то сэкономить, чтобы больше в тренировочный процесс вложиться. В себя вкладывал. Да, и вот я думаю, многие ошибки спортсменов делают, гонорар получают, тратят на машины, там, на рестораны. Я думаю, в себя надо вкладывать, а потом уже ты вытащишь. А были какие-то мысли, да, допустим, о поражении? Ты вообще как относишься к поражениям? В любителях, наверное, этого не избежать, конечно. В любителях я не проигрывал. Ну, я в борьбе проигрывал, в грэпплинге проигрывал, по ММА я никогда не проигрывал. Ну, я, честно говоря, много по любителям выступал на чемпионатах мира, 2 раза выступал. Это, ну, 1 раз даже, когда я выиграл чемпионат мира, мне сказали, 2-й раз рискованно, останься вот так. Чемпионом. Уходи чемпионом. Я говорю, наоборот, я хочу любительских проиграть, чтобы профессионалов не проигрывать. Пусть кто-то придет и что-то мне покажет, что я не видел. И вот так, да. Даже если проиграю, то я же мужской не теряю. Я ничего не теряю такое, что там я буду опущенной головой ходить по городу. Это спорт. Поэтому у нас единицы, кто в клетку заходит. Если это так было бы легко, все бы дрались и выступали бы на таком уровне. Поэтому это хобби мое, то, что я зарабатываю, а так у меня есть подороже, это моя семья, на чем я сконцентрирован. Ну, то есть есть вещи поважнее, да, как некоторые спортсмены, там, в основном зарубежные спортсмены, американские, говорят, просто неудачный день на работе, да, вот на свое поражение. Вот между за рубежом и между Дагестаном большая разница, между совсем Кавказом. Здесь родители ругают, здесь родственники напрягают, не выиграл, там, они уже сами себя загоняют, да, вот. Это нехорошо. Есть, можно красиво объяснить мотивационно, а не там, ты мешок, ты проиграл, ты там.
все, не мужчина. Это нету такого, проиграл, верни зал, обратно возвращайся. Да, и все, нету такого. Мухаммад, в этом интервью мы постараемся не поднимать такие хайповые темы, там менеджер Конора, там флаг, папаха, музыка, но хотелось бы узнать, нет такого ярко звучащего твоего бойцовского прозвища? Или есть оно у тебя? Каратель называют, как комментаторы UFC начали каратель говорить, The Punisher. Там фильм был вот этот, каратель фильм, кажется. Тебе как вообще? Ну, без разницы. Я даже до этого не слышал, что Да. тебя так назвали. Ну, как сказать, если ничего такого плохого нету, вот это, пусть называют. Ну, в детстве, по-моему, ты в Black Tiger, у тебя ник еще был. Был у меня черный тигр, я вот так в детстве, я смотрел, кстати, Расул Мирзаева бои очень часто в детстве. Вот Рустам Хабилов, Расул Мирзаева очень часто смотрел. Ну, сами знаете, как они гремели в свое время. И я думал, уже чуть свое, уже у него есть, зачем копировать. Но по детству я думал, вау, вот так, черный тигр. Потом я понял, что надо свое что-то делать. Твой жизненный путь, хоть он и короткий, но может служить примером и мотивацией для молодежи. Что ты посоветуешь? Я бы посоветовал молодежи не заниматься наркотиками, не играть игры, например, эти азартные игры. Заниматься спортом, если не спортом, учебой, чем-то надо заниматься и за своим кругом общением очень близко следить. Как определить, с кем общаться, с кем не общаться, как распределять вот это все? Я думаю, надо смотреть на их семьи, во-первых, ну, с какой семьи, или на человека, на его поступки. Проверять, ну, смотреть в кругу, какие у него мысли на жизнь, там, взгляды, да. Посмотреть, если у него чуть там он бы, как говорят же, я бы это сделал, если бы у меня столько... Посмотреть. Расходятся ли его дела с Да. его мыслями, да? Да, вот это надо посмотреть и уже смотреть, рядом с ним двигаться или не двигаться. Ну, твой солидный опыт, вот ты жил, да, там нелегкая жизнь была, да, так скажем. И вот это, наверное, должно мотивировать и молодежь, и всех, чтобы вели и здоровый образ жизни, и тренировались. У нас в Дагестане это как социальный лифт. 100%, да, 100%. Знаешь как, или спорт, или учеба, ты отсюда можешь подняться, если у тебя здесь большая конкуренция, всегда есть. Там, можешь поехать за границу, можешь поехать там, в Россию, там, Москву, в Питер, есть же города. Если у тебя здесь конкуренция, ты работу не можешь найти, у тебя есть другие выходы. Не надо здесь зацикливаться и сидеть и говорить, у меня нету работы, да, я на маминой, папиной шее посижу. Это уже такие отмазки, которые я раньше мог бы поверить. Там у пацана работы нету, надо помочь ему. А сейчас я приехал и убедился, по городу гуляет с утра до вечера, ищет с кем бы по кафешке бы посидеть. Я так на примерах смотрю молодых своих ровесников, с кем бы посидеть, с кем бы просто вот так какую-то тему такую, которую сегодня есть, завтра нету, сделать, да. Там работает, например, знаешь, работает там охранником, таксистом, кем здесь молодежь сейчас, я заметил, стесняются эти работы. Нету ничего, ты же мужской не теряешь работать, например, где-то охранником или кем-то, ты заработаешь для своей семьи. Честным трудом. Конечно, для своей семьи халяльные деньги. Ты же не воруешь никого-то. Вот я думаю, воровать это уже там, или какие-то грязные вещи делать. Обижать людей. Обижать людей, отбирать, это уже чуть, ну, западло должно быть, да. Или кидать кого-то там. Лучше уже заработать, но свой хлеб будет. Зато ты завтра скажешь, я заработал это, тебе никто ничего не может за эти деньги сказать. И когда сын, дочка будет за тебя, за твою семью никто плохого ничего не скажет. Я думаю, это вот самое главное, сохранить свою семью, имя, тухум. Если это кто-то не сделал, ты должен хотя бы сделать.